Trace Podcast. Всем привет, это Богдан. Друзья, в эфире новый выпуск хайповых новостей. И, как обычно, мы поговорим о мире NFT, метавселенных, технологий, искусственного интеллекта, ну и парочка интересных новостей, о которых сегодня шумят все СМИ. Поехали! Прототип Tesla Cybertruck застрял в поле, направляясь на место строительства нового литьевого завода в Техасе. Есть такой парень, Илон Маск, которого мы все с вами знаем. И он выпускает электроавтомобили. И вот давным-давно, я уже не помню, сколько лет прошло с того момента, как он анонсировал свои кибертраки. И вот в Техасе сейчас начинается строительство грандиозного большого литьевого завода, куда подъезжал кибертрак, и он застрял в песке. Если посмотреть кадры под разными углами, то может сложиться впечатление, что кибертрак не может справиться даже с небольшим бездорожьем. Все-таки надеемся и ждем, что он когда-нибудь появится, и мы сможем его протестировать в реальности. Binance запустила первое реалити-шоу в метавселенной под названием Build the Block. Всего было принято более 900 заявок, из них выбрали всего 12 счастливчиков, 12 счастливых команд, и уже вышло несколько серий. В общем, ждем финал, посмотрим, кто победит и станет самым крутым Web3 проектом в этом шоу. Twitter готовится к большим изменениям. Они запустят зашифрованные сообщения, а также видео и голосовые звонки. Илон Маск всерьез взялся за создание супер-аппа, приложение, в котором будет большое количество функций и возможностей. На данный момент я считаю Твиттером одной из самых сильных социальных сетей именно в инфополе, потому что все, что происходит в Твиттере, об этом пишут СМИ. Собственно, мы сейчас с вами обсуждаем одну из новостей, которая появилась именно в социальной сети. Давно мы не обсуждали какие-то новости из Фейсбука или там из ТикТока, а именно вот Твиттер сегодня во главе всего стола инфополя. Я думаю, что это хороший шаг запустить именно YouTube-шоу в своей социальной сети. ЦБ Бразилии открыл подачу заявок для тестирования цифрового реала. Центральный банк Бразилии пригласил разные финансовые организации, коммерческие и некоммерческие, для возможности работы над цифровым реалом. В первую очередь они предоставят покупку облигаций с помощью цифровых денег, но в дальнейшем будут расширять функционал. И прямо сейчас они объявляют конкурс или, можно сказать, отбор возможных кандидатов, которые будут заниматься разработкой цифрового реала. В общем, ребята также не отстают, и это очень прекрасно. Цифровые деньги скоро заменят бумажные, потому что уже прямо сейчас более 80% уже идет оплаты безналичным расчетом. В нашей компании, помимо разработки крутого приложения MetaTrace, мы занимаемся еще и эко-активностями. Нами был учрежден фонд EcoTrace, в котором мы делаем добрые дела по всему миру. Ежемесячно мы проводим благотворительные мероприятия в каждом уголочке этого мира. В Бразилии, в Индонезии, на Кипре, в Индии, о которых мы рассказываем в рамках этого выпуска. А сегодня я просто хочу напомнить о том, что делать добрые дела – это несложно, и это может сделать каждый. И основная миссия нашего фонда заключается в том, чтобы мотивировать людей, обратить внимание на реальный мир, обратить внимание на те проблемы, которые окружают нас, и вы, как и мы, можем решить их, если мы вместе объединимся и будем чуть больше внимания и времени уделять этому прекрасному реальному миру. Одно из последних мероприятий, которое мы организовали, это было восстановление лесов на Кипре. Произошел большой пожар, вследствие которого огромное количество деревьев пострадало. И мы присоединились к большому количеству ребят, которые занимались посадкой деревьев. Суммарно было высажено более 500 саженцев. Spotify удалила тысячи сгенерированных ИИ песен. За несколько дней было удалено более десятка тысяч песен. Если раньше Spotify говорил, что мы за будущее, мы за современность, то сегодня они, по сути, борются с инновациями. И сделали они это под видом того, что была накрутка ботов, непонятно, что происходит с прослушиваниями, их пытаются вывести как-то в тренды, но я считаю на самом деле, что ребята просто переживают за музыкантов, которые тратят время, тратят деньги и пытаются на этом заработать. А искусственный интеллект, по сути, бесплатно создает музыку. Я не хочу придать этому окраску,
хорошо это или плохо, тут решать уже каждому на своем уме. YouTube тестирует систему блокировки просмотра видео при включенном блокировщике рекламы. Все мы знаем YouTube, и там есть огромное количество рекламы. И для того, чтобы эту рекламу отключить, вам нужно подключить премиум подписку, которая стоит всего $10. Ну, конечно, не у каждого человека есть $10, которые можно оплатить легко, как бы безвозмездно отдав стриминговой площадке. И программисты, пираты, да, скажем так, неофициальные ребята, которые борются с этой историей, создают блокировщики рекламы. Вы можете установить его как расширение в своем браузере и теперь смотреть без рекламы все ролики, получать удовольствие и за это не платить. YouTube, конечно, с этой штукой борется, и вот недавно они предложили такую вещь, как блокировка видео. Теперь, если у вас блокировщик включен, его увидели, ролик вы теперь не увидите. В Китае обучат более 500 000 специалистов для индустрии блокчейнов. Ну, во-первых, в Китае очень много ребят, очень много людей, которые могут заниматься разными направлениями. И больше 500 000 человек ребята в Китае планируют обучить блокчейн разработке. Специалистов в мире вообще не хватает. Я вам скажу так, как человек, который занимается разработкой. И блокчейн-специалисты ценятся очень высоко. И китайцы, как всегда, впереди планеты всей, запускают отдельный исследовательский институт, который будет заниматься обучением блокчейн-разработчиков. В Техасе поддержали криптовалюту. Законодатели Техаса выступили с предложением ввести биткоин как законную валюту. То есть, начиная с ближайшего времени, любой житель Техаса может официально покупать, иметь или продавать биткоин. Он будет приравниваться к цифровым валютам, к доллару, к золоту, в общем, к любой ценности, которую может иметь любой житель планеты. В ближайшее время ребята планируют еще запустить возможность покупки домов, автомобилей, всего чего угодно за биткоин. Хорошее начинание. Google начнет выявлять и отмечать изображения, сгенерированные ИИ, прямо в поиске. В общем, в ближайшее время Google планирует отмечать галочкой, может быть, АИ. Эта галочка будет означать, что эти изображения сделаны не человеком, не фотографией, а искусственным интеллектом. Какая разница для нас? Пока непонятно. Итальянские ученые разработали съедобные батареи. Ученые из Итальянского технологического института разработали съедобные батареи, которые созданы из витамина В. Они планируют их использовать в медицинских учреждениях и, например, в игрушках. Когда дети достают батарейки, и литий-ионные батарейки, они, знаете, не очень вкусные и не очень полезные. Вам скажу, как человек, который парочку съел в детстве. Мне мама говорила, я точно не помню это. И теперь батарейки можно будет кушать. Мы рады сообщить, что MetaTrace стал партнером известных автогонок, а именно AMG Cup Бразил 2023. Соревнования AMG Cup Бразил проводятся на самых известных трассах Бразилии уже более 10 лет. Любовь к автомобилям, командной работе и безудержному веселью. У нас много общего с известной гонкой, в которой участвуют потрясающие автомобили Mercedes-Benz. Невероятное партнерство, но это еще не все. В следующих выпусках мы вам расскажем о новых победах нашей команды MetaTrace. Разработчики Pokemon Go выпустили приложение Tamagotchi. Мы очень любим дополненную реальность, потому что наша метавселенная Trace построена, собственно, на дополненной реальности. И Pokemon Go стал вдохновителем того, что мы сейчас делаем. И Peridot — это новое приложение, которое ребята выпустили, которое будет работать как Tamagotchi. У вас будет маленький персонажик, которого нужно будет кормить, гладить, выгуливать, в общем, с ним по-разному в дополненной реальности взаимодействовать. Я не знаю, получит ли оно популярность, потому что, к сожалению, кроме Pokemon Go, у компании Niantic, которая, собственно, является разработчиком, ни одно из приложений не стало популярным. Покемон стал, потому что это очень интересный лор, это очень популярные персонажи, которых уже продвигают десятки лет, и вложено в их продвижение миллиарды долларов. Мы же постараемся сделать приложение супер популярным. Не наступим на грабли Niantic и сделаем самое популярное приложение с дополненной реальностью. Но это был Богдан, на сегодня все. Друзья, хайповые новости подошли к концу, но через неделю я вернусь с еще более интересными, может быть, веселыми новостями. Пока! Trace Podcast.